Задумывались ли вы когда-нибудь, могут ли животные по-настоящему чувствовать благодарность? Не ту, что выражается в вилянии хвостом, а глубокую, почти мистическую, такую, которая однажды может спасти жизнь. В самом сердце Амазонии фотограф-документалист Александр Морено однажды наткнулся на историю, которая навсегда изменила его взгляды. Он пробирался через густые заросли, корни деревьев и вязкую грязь, снимая дикую природу. Вдруг из чащи донесся странный, хриплый стон. Этот звук был не похож ни на что знакомое. Он пробирал до костей. Александр осторожно двинулся в сторону шума и вскоре увидел страшную картину. Огромный ягуар застрял головой в дупле старого дерева. Его тело висело почти в 1,5 метрах над землей. Он был истощен, ребра проступали сквозь кожу, глаза потускнели. Казалось, зверь доживал последние часы. Но рядом лежали свежие остатки добычи. Александр понял, другие ягуары из его семьи все это время приносили ему еду. Они не бросили своего вожака, даже когда тот оказался в ловушке. Эта верность поразила человека. Он понимал, раненый и напуганный хищник смертельно опасен. Но оставить его умирать было невозможно. Связь в джунглях почти не работала. Помощь могла не прийти вовремя. Тогда Александр решил остаться рядом и охранять зверя, отпугивая других хищников. Спустя несколько часов прибыли спасатели и ветеринары. Операция была очень рискованной. Нужно было точно рассчитать дозу снотворного и аккуратно распилить дерево, не напугав животное. Каждый сантиметр давался с трудом. Когда голову ягуара наконец освободили, он издал долгий, слабый стон. Его осторожно спустили на землю. Он был похож на тень прежнего короля джунглей, кожа до кости. Александр думал, что на этом их история закончится. Но он ошибался. Прошло несколько месяцев. Александр вернулся в этот район для ночной съемки животных. Вечером он ушел далеко от лагеря, увлекшись поиском удачного кадра. Он не заметил, как за ним начали следить. Это были браконьеры. Они окружили его между деревьями, угрожая оружием. Хотели забрать технику и, возможно, сделать что-то гораздо хуже. Александр понял, помощи ждать неоткуда. В этот момент джунгли вдруг погрузились в мертвую тишину. И тут раздался рев. Мощный, оглушительный, такой, от которого задрожала земля. Из кустов вышел огромный ягуар со шрамом на шее, тем самым, который когда-то был спасен. Он встал между Александром и браконьерами, как живой щит. Зверь оскалился и зарычал снова. Его взгляд был полон силы и решимости. Мужчины побледнели. Через секунду они бросились бежать, оставив все снаряжение. Ягуар еще некоторое время стоял на месте, наблюдая, чтобы никто не вернулся. Потом он медленно подошел к Александру, осторожно обнюхал его руку и ушел в лес. Без шума, без показных жестов. Александр долго стоял, не в силах пошевелиться. Он понял, это была не случайность. Это была благодарность. С тех пор он часто возвращается в те места и ищет следы своего старого знакомого. Он знает, ягуар где-то рядом, живет свободно, силен и спокоен. Эта история научила его многому. Животные не просто часть пейзажа. У них есть свои семьи, свои законы, своя память и своя честь. Иногда они понимают нас лучше, чем люди. В тот день человек спас ягуара от смерти, а через несколько месяцев ягуар спас человека. Честный обмен в мире, где все держится на взаимности. И, возможно, самый главный урок в том, что добро, отданное от чистого сердца, всегда возвращается, даже если приходит из самых неожиданных глубин дикой природы.